Всем привет, с вами Соня, девчонки. Сейчас мы будем делать капсулы для горячего наращивания на кератине. Я покажу вам легкий, быстрый способ. Поехали! Берем пряди клиента, несколько штук, которые мы сняли уже, допустим, или взяли из среза, отрезаем старые капсулы. Берем щипцы. Так, девчонки, вот, берем. Так вот. Промазываем тщательно, хорошенько. Расправляем волоски, чтобы все смотрели прямо вперед. Промазали, убедились, что все хорошо промазано. Делаем аккуратные кончики. У меня чуть-чуть ленточка загнулась. Ничего страшного. Сейчас выровняем. Берем еще кератин. И сейчас мы наложим просто побольше кератина там, где его не хватает. Ну, везде, то есть везде по ленточке. Потому что наполняемость капсулки должна быть хорошей. Вот и все. Все отлично у нас промазано. Берем ножницы и разрезаем. Раз, два, три. Еще не застыл. 4, 5. Ну, там по размерам смотрите, какие вам надо. Вот так вот мы сделали 5 капсулок быстренько. Вообще такой способ я не использую сама. Мне больше нравится, честно говоря, работать со щипцами. Я каждую прядку работаю с каждой прядкой отдельно. И мне как-то так больше по нраву, чем делать вот такие ленты. Я люблю аккуратные капсулы, когда они щипцами сформированы. Вот. Но вы можете вот делать вот так. Если приноровиться, это будет получаться вообще еще быстрее, чем у меня, потому что я обычно так не делаю. И чем мне еще не очень нравится этот способ, то что вот все-таки вот по одному волоску, там, где мы разрезали, да, мы теряем с каждой стороны, каждой прядки. Вот. А я за то, чтобы вообще не терять нисколько волос, ну, по минимуму, и что во время капсулирования, что во время наращивания, что во время снятия. Вот, поэтому, вот смотрите, вот сколько волосков, видно, да, на кофточке. Вот сколько волосков мы потеряли вот из-за этого. Не знаю, может быть, надо еще больше уделить внимания и времени тому, как мы промазываем кератин, да, чтобы все волоски, каждый волосок смотрел конкретно прямо. Если там волоски чуть-чуть вот так вот перемешались, мы там, где будем разрезать, они разрежутся, и во время наращивания, когда разогреется капсула, это вот в этом разрезанном месте она станет короткая, ну и, скорее всего, мы опять же потеряем такие прядки, волоски, точнее, из прядки. Вот. Поэтому, как-то, не знаю, я предпочитаю чуть больше потратить времени на капсулирование с щипцами, с каждой прядкой, чем вот такой ленточки. Ну, такой способ есть, вы можете использовать. Вот, просто будьте более аккуратны с этим способом. Вот. Ну, а на сегодня у меня все. Поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. Желаю хороших волос. До встречи в новом видео. Пока-пока.